Наконец-то мы покончили с анимациями, но астрологи объявили неделю диспатчеров. Теперь, когда изучили диспатчеры, можем создать компоненту здоровья. В ней мы создадим первые адекватные диспатчеры, не те, что для теста, а те, что реально используются в игре. По паспорту компоненту зовут BPC House. Так и запишем. Подключим ее к персонажу. При работе с компонентой нужно сразу понимать, кто может быть владельцем компоненты. Компонента BPC House. Она может быть добавлена персонажу. Также она может быть добавлена врагу, что логично. Она может быть добавлена стене, которую можно сломать. Она может быть добавлена камню, который можно разрушить. В нашем случае компонента не должна привязываться к какому-то определенному эктору. Она должна работать со всеми. Поэтому при разработке нужно учитывать этот факт. Нам нужно две переменные. Одна будет хранить текущее здоровье, а вторая максимальное здоровье. Теперь, если выбрать компоненту здоровья в персонажа, то можно задать значение этих переменных. House будет меняться только внутри компоненты, поэтому при желании ее можно скрыть. Для этого в компоненте выбираем House и устанавливаем флажок Private, и тогда эта переменная будет доступна только внутри компоненты. Можно ставить, можно не ставить, тут уже дело вкуса, лишь бы вы сами не запутались. Хорошо, здоровье есть. Как теперь подвязаться к получению урона? Попробуем поселить бомжа, который будет реагировать на получение урона. Пишем bind take damage и ничего не находит. Это логично, потому что данная компонента не имеет никакой коллизии, и соответственно, ей это событие нафиг не надо. Мы не можем получить урон, а вот владелец компоненты по башке получить может. Получаем владельца с помощью getOwner. Функция очень важная, сами понимаете. Проверяем, кто является владельцем компоненты. Все верно. GetOwner возвращает нам Эктор. И это очень хорошо, ведь Эктор – это и персонаж, и враг, и стена, и камень. У Эктора есть событие получения урона, поэтому заселяем бомжа и проверяем, что получение урона проходит успешно. Ах да, нам же сейчас никто не сможет нанести урон. Ну и ладно, если нет проблем, тогда создадим их сами. Создадим простого Эктора и назовем как-нибудь типа BP Apply Damage Zone. Он будет наносить урон всем, кто в него входит. Сам Эктор пустой, поэтому добавим компоненту Sphere Collision. По умолчанию при запуске игры эта компонента становится невидимой. Отключим отключение видимости. Это флажок Hidden in Game. Сейчас сфера никак не реагирует. Добавим ей событие Begin Overlap. Оно срабатывает, когда кто-то входит в зону триггера. О настройках коллизии я пока промолчу. Поговорим о них чуть позже. У события нам интересны два параметра. Это Other Actor и Other Camp. Other Actor – это Actor, который пересек триггер. В нашем случае это будет персонаж. А Other компонент – это конкретная компонента, на которую среагировал триггер. У нашего персонажа сейчас не так много компонент, которые могут иметь коллизию. Это капсула, скелетная сетка персонажа, волосы и оружие. Давайте выведем того, кто пересек триггер. Вылетело сразу два сообщения. Это значит, что среагировало сразу две компоненты. И следовательно, мы бы получили двойной урон. Давайте нанесем урон Other Actor с помощью очень важной ноды Apply Damage. Apply Damage – это тот же самый звонок в колокольчик, просто выглядит иначе. Бомжа мы уже заселили. Проверяем. Все работает. Нужно разобраться с тем, что загад создает ложное срабатывание. Выводим Other Camp в Print String. Collision Cylinder – это капсула. Тут все правильно. А вот SM Weapon – это просто декоративная фигнюшка. Она не должна генерировать события. Ну ладно, пусть пока поживет. Проверим, правильно ли проходит урон. Тут все работает. Давайте вычтем из текущего здоровья нанесенный урон. После чего перезапишем полученное значение. Ну и выведем на экран. Временно воспользуемся событием тик, который выполняется каждый кадр, чтобы вывести текущее здоровье. Так будет проще работать. Теперь здоровье всегда на экране. Установим текущее здоровье в начале игры. Оно будет равно максимальному здоровью.
Максимальное здоровье у нас тоже 0. Давайте установим его через персонажа. Проверяем. Работает. Сейчас здоровье может уйти в минус. Что мы можем сделать? Конечно, мы можем сделать кламп и ограничить его диапазоном от 0 до Max Health. Теперь нам нужен колокольчик On Health Change. Он будет срабатывать каждый раз, когда меняется текущее здоровье. Диспатчер будет не пустым, он будет рассылать текущее и максимальное здоровье, поэтому добавим два параметра Health и Max Health. В ноде возникла ошибка. Такое бывает, когда меняются параметры диспатчера. Просто пересоздадим ноду. Второй диспатчер OnDes или OnDead срабатывает, когда здоровье опускается до нуля. Создали два колокольчика. Добавили логику, чтобы в них звонили. Осталось куда-то заселить бомжей. Давайте прямо в персонажа. Наш колокольчик в компоненте, поэтому вытягиваем ее и заселяем бомжа. Событие тик в компоненте здоровья можно удалить, чтобы не мешало. Проверим и второй колокольчик. Работает, но есть лишнее срабатывание. У персонажа 0 здоровья, но он все равно получает урон и звонит в колокольчики. Можно, например, сразу уничтожить персонажа с помощью очень важной ноды Destroy Actor, но это не серьезно. Пока другие блогеры пытаются впендюрить рекламу в видео, я пытаюсь загнать вам какие-то новые ноды. Можно ли считать это рекламой? Ладно, проехали. Лишнее срабатывание чинится легко. Просто добавим проверку, что у персонажа есть здоровье перед тем, как нанести урон. Займемся другими лишними срабатываниями. Для начала выведем, на какие компоненты вообще реагирует триггер. Проверяем. Он реагирует вообще на все компоненты, а нам это не надо. Если ввести в консоль команду Show Collision, то мы увидим все коллизии. Чтобы посмотреть настройки коллизии для меша, нужно, как ни странно, выбрать этот меш. Сейчас у нас стоит блок ODynamics. Меш не просто генерирует события триггера, он еще и физически существует и может толкать другие физические объекты. Нас это полностью не устраивает, для нас это просто декоративная палка. Поэтому мы можем установить No Collision. Это полностью решит все текущие и будущие проблемы. Да и решение очень элегантное и простое. Но мы так не поступим, иначе чем мы будем потом заниматься, если у нас не будет проблем. Поэтому возвращаем блок Dynamics и идем решать проблему кривой дорожкой. Открываем mesh оружие и посмотрим на саму коллизию. Для этого выбираем глазик и там флажок Simple Collision. Цыганин явно был пьян, когда импортировал меши. Коллизия кривая, да и она нам не нужна, поэтому просто удалим ее. Для этого в Collision выберем Remove Collision. Нет коллизии, нет проблем. Теперь даже блок All Dynamics не будет нам мешать. Проверяем. У оружия больше нет коллизий. Это прекрасно. Проделываем то же самое для волос. Проверяем. Лишних коллизий больше нет. Все настроено. Теперь можно пытаться разобраться в том, как работают коллизии. Есть три вида реакций. Первый – это игнорирование, когда вообще ничего не происходит. Второй – это пересечение или оверлап, когда появляется сообщение. И третий – это блокировка, когда персонаж упирается в сферу и не может пройти. Наш персонаж имеет шаблонную коллизию типа Pawn, а для сферы мы можем выбрать разные шаблоны и смотреть, как реагирует персонаж. Какая будет реакция, можно понять по флажкам. Сейчас бессмысленно что-то объяснять, нужно просто тыкаться и проверять. Когда посмотрите все шаблонные варианты, можете выбрать кастом и поэкспериментировать с флажками. Query Only генерирует все нужные нам события. Physics Only работает с физикой, она нам не интересна, поэтому для тестирования ставим либо Query Only, либо Collision Enabled. Разницы не будет. No Collision, естественно, отключает любые столкновения. Object Type определяет то, как другие будут меня видеть.
кто я для них в этой таблице с флажками, и от этого будет зависеть их реакция. Сейчас это нужно осознать методом тыка, по-другому это не работает. Вы также можете менять коллизию у капсулы персонажа, тоже установив кастом, и посмотреть, что будет, если первый второго блокирует, а второй первого игнорирует. Только учтите, что персонаж может провалиться под пол. Для сферы я поставлю коллизию типа Overlap Only Pawn, а для персонажа оставлю Pawn. Забыл сказать, что у селфи-палочки тоже есть коллизия типа камера. С коллизиями мы закончили. В очередной раз воскрешаем наш несчастный тест-тектор и посмотрим на некоторые тонкости. Для начала разберем чистые функции и их недостатки. Чистая функция не имеет исполнительных пинов, что на первый взгляд может показаться чем-то хорошим. Пусть она возвращает какое-то значение. Флажок нам не подойдет. Вернем случайное число типа float. В нашей функции воспользуемся уже готовой функцией random float. И теперь наша функция при вызове возвращает случайное значение. Тут нет никаких скрытых моментов, наша функция просто возвращает случайное число при вызове. Выведем на экран, чтобы проверить. Ах да, нужно же еще закинуть несчастного на сцену. Проверяем. Вернулось случайное число. Проверяем еще раз. Уже другое число. Функция работает. Давайте выведем это число два раза. Проверяем. Число одинаковое. Но может звезды так сошлись и два случайных числа оказались одинаковыми. Давайте попробуем еще раз. Нет, все-таки не случайность. То есть что получается? Наша функция вызвалась всего один раз, несмотря на то, что мы использовали ее два раза. Попробуем сделать то же самое, только подключим к разным нодам. Проверяем. Числа разные. То есть наша функция сработала два раза. То есть у чистой функции память как у рыбки. Каждая новая нода создает новый вызов. Учитывайте это, когда работаете с чистыми функциями. Последний тест. Сделаем нашу функцию грязной. Ну или какой там антоним чистой. И посмотрим, что будет. Конечно же, числа одинаковые. Если вы ничего не поняли, то ничего страшного. Просто не используйте чистые функции бездумно. Теперь посмотрим на еще один интересный момент, касающийся булевых операций, в частности операции OR, логическое или. Создадим функцию, которая возвращает булевое значение. Нам не важно, что это за значение, но пусть будет истина. Добавим printString, чтобы знать, когда функция работает. Функция готова. Стандартная ситуация. У нас есть branch, который делает ветвление. Подключим нашу функцию к branch. Проверяем. Сообщение приходит. Все работает отлично. Добавим OR. Если вы вдруг не знаете этой примитивной булевой операции, то она возвращает истину, если есть хотя бы одна истина. Устанавливаем первый флажок как истина. А во второй подключаем нашу функцию. Проверяем. Наша функция отработала. И это плохо, потому что первый флажок уже истина. Нода точно вернет истину. Зачем он полез проверять второй флажок, если результат уже определен? С этой проблемой я столкнулся, когда проверял валидность объекта и тут же вызвал чистую булевую функцию из этого объекта. Но там был end. Какой можно сделать вывод? Не стесняйтесь использовать branch. Вот и все. У нас очень много блюпринтов, поэтому раскидываем их по папкам. Проверяем какашки и коммитимся. На этом все. Ходят слухи, что компоненты без визуала всегда внизу. Это все враки. В моем проекте хаос компонента поднялась наверх. И как вы мне это объясните? Поэтому если компонента хочет подняться, то она поднимется. Возможно, у нее такой возраст, и она так хочет самовыразиться. А может, просто устала от угнетения. Не будем в это лезть. Компоненты должны разобраться с этим сами.